Вітаю вас! Я Світлана, це мій сад, він знаходиться під Києвом. І сьогодні я планую розповісти вам про свои садовые работы. Что я делаю в саду? Хотела это видео снять, честно говоря, еще в мае. Но так закрутилось по саду, а уже лето, с чем я вас и поздравляю. Лето наступило, а работ не уменьшилось. Расскажу, что я делаю, покажу, как, и узнаем, зачем. Идемте, может быть, вы что-то пропустили и не сделали, а это очень важно. Идемте. Пока мы тут с вами находимся, далеко не ушли, чтобы я не забыла, расскажу про свои магнолии. Помните, как сильно они обмерзли? Весной у нас заморозки. Некоторые восстановились самостоятельно, а некоторые нет. Но я у всех обрезала подмерзшие макушки. Вот такие. Оставила побег верхний, чтобы он стал впоследствии верхушкой. Это магнолия Heaven Scent. А вот эта рустика рубра больше всего пострадала. Была даже такая страшненькая, я бы сказала. Но ничего, мы обработали, если вы тоже это сделали. Это я сделала в конце мая уже. Я посмотрела, какие побеги более крепкие, и получилось, что обрезала достаточно низко ее. Но ничего, у нее еще форма такая, видите, более кустовая. Не деревом, а большим раскидистым кустом. Мне это тут не надо, я прошла по саду, и все растения, какие возможно, все-таки завертикалила. Делаю это кембриком и на опору. Тут ветви сплетать не буду. Буду вырезать более тонкие и оставлять все-таки, может быть, 2-3 центральных, но они за время примут вот такую вертикальную позицию, станут более толстые и не будут разваливаться. Если оставить магнолию кустом, она выпадет. Вот мне тут, допустим, и на дорожку, там и на гортензии. Кстати, смотрите, как луки декоративные меня радуют. Алиумы. И пчелы там, и бронзовки. Вот что я сделала с магнолиями. Удобрила. Так как цветения мы не получили, им можно сейчас трогаться в рост, наращивать вот такие зеленые побеги, как можно больше, как можно быстрее, чтобы они успели одревесневеть к осени. И заложить в августе, про уход в августе я расскажу, новые бутоны. Про гортензии по ходу дела, пока я тут кошу газон и гербицидами обрабатываю, чтобы убрать сорные травы, я и окружающие растения привожу в порядок. Вот это гортензия Вимсред. Она сюда пересажена. Есть у меня видео, вот такой большой куст сформирован. Смотрите, как большой шапкой. Тут 4 побега. Оборвала все. По стволу было очень много побегов. Гортензия старалась, подсохшие свои заменить более нижними, более крепкими. Что я тут сделала? Я поудаляла все некрасивые подсохшие соцветия, которые стали, знаете, не центральный вот такой побег пошел, а много-много разных. Вот я вам покажу. Один оставила специально. Вот такой, допустим. Видите, у него вот центральный был побег. Он отсох, обломался сам. И из пазух листьев пошли новые. Первый и второй. Так вот, такие побеги
не надо сохранять. Я и понизила, тут было их достаточно много. Они, во-первых, что зацветут поздно, а во-вторых, они слабые, они уже побитые морозом, ослабленные, и мы их убираем. Я их выбрасываю, даже не черенкую, ну, черенковать мне и не надо. Оставляю только крепкие. Вот этот, кстати, тоже, видите, раздвоился, и у него пошло 2 побега. Но я посмотрю, в данном случае или понизить можно еще, и оставить более крепкие. Наверное, все-таки я ее и понижу. 2 побега из одной веточки сейчас не нужны. Видите, я везде пооставляла, только одни центральные крепкие. Пусть их будет меньше, но тут будут красивые, мощные соцветия. Кстати, про соцветия. Вимс Ред заложил у меня уже соцветия. Действительно, вы мне писали, наверное, это гортензия даже быстрее фантома. Смотрите, уже есть соцветие. Буду ждать. А вот еще плохое соцветие, которое надо удалить. Видите, вот такое срезается. Так, про гортензии вам рассказала. Я делаю это по ходу дела. Что еще? Еще хотела, был вопрос. Расскажите, покажите. У рододендронов отцветают цветы. Вот рододендроны. Когда их обрезать, чтобы дать место новым побегам. Кстати, этот рододендрон так пышно цвел. Это просто фантастика. Но уже, видите, постепенно у него... Так, у нас птицы тут, у нас лес рядом. Вот на этом примере я вам покажу. Смотрите, будет видно. Вот это Борислав, какое-то длинное название, мудреное лавандового цвета, рододендрон. Отцвели у него цветочки, вот так. И уже, видите, идут новые побеги. В таком состоянии уже можно обрезать. Смотрите, ножка у цветоноса. И вот такая как бы, ну, не шейка. Вот надо очень осторожно, не задев вот эти наши соцветия, не соцветия, а побеги. Вот, видите, вместе с засохшим цветочком срезается, чтобы не задеть вот эти вот наши побеги. Это будут наши веточки в дальнейшем. Вот тут вот пошли побеги самостоятельно, тут цветов не было. А вот тут мы срезали. Смотрите, очень важно, момент какой. Не у всех рододендронов вот эта вот шейка цветоноса, или как она называется, я не знаю, ножка с цветочком не такая длинная. Она может быть короче. Если вы ее не видите, я вам советую все-таки подождать и не обрезать, потому что можно задеть вот эти вот, особенно когда они маленькие. Дождитесь, пока ваши вот эти вот новые побеги уже будут видны. И тогда можно будет их обойти и срезать. Или подождите еще, пока полностью засохнет. Не в таком состоянии будет цветочек, а полностью засохнет. Так, ну я тут намусорила. Идемте дальше. Дальше я вам покажу. Я у роз обрезаю слепые побеги. К сожалению, весна у нас такая была морозная. Вот тут мне еще этот фантом надо подформировать. У пихты ничего не делаю. У нее вон какие чудесные шишки. Я себе каждый день планирую. Сегодня розы немножко. Сегодня газон гербицидом. Вот тут тоже потравила какой-то мелкий клевер некрасивый. Что-то там такое. Завтра то, завтра это. Пишу планы, потому что если метаться по саду, ничего не сделаешь. Так вот про розы, про слепые побеги. В основном у меня
пострадали плетистые почему-то. Многие плетистые вот на таких побегах. Уже у них такие почки. А вот эта моя красавица, она вообще очень плохо перенесла как-то эту и зиму. Но из зимы она вышла отлично. А вот именно весной я вчера посрезала подсохшие ветви. Большие, толстые, видите, и посрезала. Так вот про слепые побеги. Вот, пришла сюда показать вам. Видите, идет побег, и он заканчивается ничем. Вы это быстро можете определить, когда побег чем-то заканчивается. Он вот такой розовый идет, и там будет цветочная почка. А в данном случае, вы видите, ничего. Поэтому, ну я тут не знаю, желательно бы 3 листика. Ну, имейте в виду, что верхушечку надо срезать. Тут, ну вот и вот вариант. Вот этот лучше. Смотрите, тут больше листов, и они прекратили свой рост. Видно? Перестали формировать дальнейшую веточку. Вот, тут лучше видно. Мы должны оставить 1 лист, сколько тут, 5 листиков, и чтобы из этой пазухи пошел у нас новый цветок. Вот такая разводка. Вот такой бутон, чтобы у нас нарисовался и тут. Совсем такие маленькие, вот как я вам предыдущий показала. Можно вообще, в принципе, срезать. На нем вряд ли вообще пойдет в рост какой-то побег. Так, Мия лезет. А нет, это не Мия, это Эва. Там гнездо, видимо, птиц. И они туда пытаются попасть и развалить. В прошлом году уже развалили одно гнездо. Марш оттуда. Так, по пионам я вам сейчас не буду показывать, но у меня тут оказался еще один фёстеривал. Опять вместо очередного желтого. Вот такой цветок нарисовался. Куст и то гибрид. А должен был быть Canary Brilliance. Так, сейчас тут покажу, что делаю. Так, ну, в этой зоне первым делом, конечно, прополки. Сегодня планирую гербицидом этот газон обработать. Кстати, этот газон самый быстро восстановился и очень зеленый, хороший, сочная трава такая хорошая. Вот в каком состоянии моя лаванда. Видите, я сделала, тут был полностью бордюр весной. Помните, я вам рассказывала, я поудаляла часть кустов, рассадила их. Удалила, получается, 4 куста из этой зоны. Вчера прошла, розы там мульчировала. Все кусты прижились. У всех, у кого больше, у кого меньше, но в рост побеги пошли у всех. Так, тут что я сделала? Я вот у этой елочки кейбаб вырезала засохшую макушку, помните, показывала. И надеюсь, что вот этот побег будет главный. Прищепнула, которые выбивались, которые не планирую я. Но вот этот он не будет макушкой, он уже в сторону пошел. Или можно подождать и привязать макушку вертикально, завертикалить к палочке ее. Цветет пузыреплодник, бабочка. Смотрите, какая бабочка у нас слилась по цвету, улетела с пузыреплодником. Их я пока не формирую. Единственное, у пузыреплодников удаляю поросль по самому стволу, вот этому переплетенному, чтобы нам не зарастал ствол. Немножко начала подстригать. Но тут вот только спирею шариками оформила. Самшиты еще не стригла, они примороженные. Видите, молодая поросль была, приморозилась. Я жду, пока немножко отрастет, а потом шарик задам. Command Performance просто шикарен сейчас во всей красе.
большие бомбовидные цветы. Я поснимала, я вам сделаю обзор пионов полностью. Так вот про стрижки. Вот у меня какая спирея сейчас. Вот так она выглядит. Это спирея Golden Princess. Она довольно высокая. У меня тут порядка 70 сантиметров, если уже не больше. Выбиваются вот эти отдельные ветви. Посажен этот кустарник вот так вот прямоугольником, а в центре лилии. Вокруг вот этих, вы спрашивали, это слива писарди. Я их вывожу все в одну высоту, их 4 штуки. Вот это была самая высокая. Кстати, покажу ствол. Опора тут стояла, мы не заметили, и ствол повредил, но она уже затягивает рану. Очень высокая и тонкая. Ее надо было, если вы только сажаете, ниже опустить. А мне было жалко, знаете, высокий такой прутик, он прутик просто был. И я покупала эту сливу писарди как кустарник. Хорошо, вершина там была не срезана, вот у меня их 4 штуки. Так вот, эта спирея посажена, чтобы задать бордюр вокруг дерева, контраст по цвету, такой салатово-зеленый, лимонный и бордовый. И вот так вот одну только я сделала стрижку, одного квадрата сделала стрижку. Вот так это выглядит. Теперь мне надо остальные все пройти аналогично. Стригу кусторезом просто очень быстро, нарастает отзывчивый кустарник. Вот единственное, я думаю, и вы мне говорили, что не стоит лилии сажать в центр, потому что корневая система у спиреи достаточно мощная, и она лилии может угнетать. Но в этом году лилии тут порастут, а я посмотрю на следующий год. Может быть, вобью лист такой по квадрату, а может быть, уберу. Хотя посмотрю, когда лилии будут цвести, как это будет выглядеть. А с этой стороны изначально я лилейники сюда посадила. Вот они. Буду этот, может быть, даже сегодня вот этот квадрат сделаю. Но лилейники, чем мне не нравится. Сейчас листва красивая, хорошая. Ну, не смотрите, что такое заросшее. Мы же про садовые работы. А позже у лилейников лист очень неприглядный после цветения. И мне они не нравятся. Я решила их отсюда вообще убрать. Ну, посмотрим, как получится мой эксперимент. Еще вчера, вот, допустим, я занималась, наметила себе часть этого такого миксбордера, такой клумбы. Я уже сделала, замульчировала на картон вот так. Беру картон и мульчирую тут хвойным опадом, потому что тут в основном растут... Ой, ходить не буду, слышно. Тут в основном растут растения, которые любят чуть кислую почву. Вокруг лилий не мульчировала. Кстати, лилии вчера обработала от лилейного жука. Желтенький такой. Потому что поест все листья. Не забудьте это сделать. От лилейного жука и удобрением 20-20-20. Плантофолом. Перед самым цветением, где-то дней за 10. Но это уже будет, наверное, недели через 2. Я так думаю, когда бутоны появятся, удобрения пройду 10-54-10, чтобы цветы были большие, красивые. Так вот, за мульчирование хотела сказать. Вы спрашивали. Так, тут по камням, по стоянке. Прорастает ли трава? Надолго ли это? Скажу так, если вы берете плотный картон, знаете, такие коробки прямо из-под больших каких-то большой бытовой техники, там коробки плотные. Достаточно в один слой. Вот такая. Если же там после печенья или после посылок, вот у нас новая почта, посылки, эти ящики я использую лучше в 2 слоя, потому что растения пробивают. Сорняки, у них такая мощная корневая система,
пробивает все. Поэтому вы поняли, если на картон мульчировать, если вы хотите до осени, чтобы у вас клумба была приглядная, я агроволокно, честно говоря, оттягиваю, ложить не хочу. У меня очень плотные посадки, лилии между растениями, гортензии. Ну, вокруг гортензии можно было агроволокно обрезать. Ну, как-то не хочется мне, пока подожду. Вот мульчирую, кстати, вот это еще один пельцблю. Вы видите, третий сезон вот он растет, и вот такой. Не тронулся в рост, как-то раскачивается очень долго. Вы спрашивали, что все растения быстро у вас растут. Вот пельцблю как бы думает, ну, наверное, подрос там на 5 сантиметров. Что еще? Я уже начала стрижки хвойных. Сейчас пройдем туда к дому, к маленькой розовой клумбе, я вам покажу. А еще запланировала себе, видите, убрала я из этого места гортензию древовидную. Тут она все заполонила. И надо обрезать, сразу видно, скальный можжевельник. Вот эти вот боковые. Ну, я тут пройду кусторезом, наверное. Видите, он такой лохматенький, некрасивый, повыбивались ветки. Просто оформлю такую узенькую колонну. Сейчас дальше отойду, чтобы было видно. Сломала вчера тут одну лилию такую большую, красивую, пока мульчировала. Ну ничего, тут у меня 10 штук этого сорта. Вот надо поросль убрать у барбариса. Видите, ножка поросла. Если оставить это, он со временем превратится в куст. Мне это не надо. Мне интересно поднять его таким зонтиком. В этой зоне у меня еще высажены гортензии. Это гортензия Фрейс Мельба, монопосадка. 9 кустов тут. Будет, наверное, очень красиво. Первый я вывожу штамбом. Вот этот кустик будет штамбом. Ну, он такой у меня нарисовался, я его так решила и оставить. Хакура нишики пока вот это, которая бордюром, стричь не буду. Пусть будут подлиннее. Они когда на дорожку начинают выпадать, тогда я их стригу. Так, сейчас пройдем к дому. Я вам покажу, что я там на маленькой круглой клумбе делаю. У нас там стройка идет, поэтому обойду с другой стороны, чтобы вы бардак тот не видели. А пока хочу показать, смотрите, у акроконы я, помните, выводила вершину. Так вот, сегодня запланировала. Вот так вот и хожу от растения к растению. И что надо делать? Смотрю, уже и вечер. Вершину надо зафиксировать. Видите, она уже стала наклоняться, чтобы ровно вверх, чтобы высота у нее добавлялась. А вообще, акрокона, смотрите, какие лапы большие мне раскинула. И я смотрю, что осенью вот этот можжевельник надо будет убирать, чтобы вот эти лапы большие. Ну, вы и говорили, что она большая будет. Она стояла у меня как-то 2 года. Толка не было. Да, Мия? Покажу вам. Ирисы красиво цветут. Белые, голубые. И доцветает рододендрон Перси Вайсман. Еще, когда был вечерок прохладный, после дождя, хосты еще туда посадила голубую. И еще 2 небольшие сорта, не знаю. Сорта не знаю. Вот еще с утра капли на хостах пооставались. Так, бронзовка ест у меня. Шикарный рододендрон. Обязательно сейчас поливайте. Вчера уже вечером бегала. Смотрю, повяли цветы у розовым элеганс. 4 дня нет дождя, и уже все. Вот, пришли сюда. Смотрите, что мне надо еще сделать садовой работы. Если вы не обрезали, лучше это сделать сейчас, а не когда вот эта масса листовая все заполонит, видно не будет. Это спирея. Спирея серая Греф Шейм. Вот так вот срезать надо побеги
с вот этими отцвевшими цветочками. Так, положу тут, чтобы увидеть, убрать. Будет нарастать новая вот эта масса побегов, и они будут цвести на следующий год. Если мы это оставим, в принципе, ничего критического. Но будет мало попадать света к кусту, и он будет такой лысоватенький. А так, видите, убрали 2 ветки, и сразу он такой зеленый, хороший. И убирайте, если вы формируете его на ножки, убирайте поросль по стволу, как у пузыреплодников. Смотрите, уже астильба, вот-вот. Так, ее надо полить. Тоже повесила головки. Так, мы идем, вот мои граммофончики, про которые я вам зимой рассказываю, показываю, когда холодно и хочется что-то посмотреть. Хакуранишики тоже пока не стригу. Так, вы в тенечке тут. Смотрите, на вот этой клумбе я убрала тюльпаны. Я не выкапывала их. Стала выкапывать. Где-то с десяток крупных самых выкопала. Они ушли сантиметров на 30 на 40 в землю. И я тут полклумбы разворотила, чтобы найти ту луковицу. Думаю, ладно уже. Вообще, мне скажите про тюльпаны, пожалуйста, можно их вообще не выкапывать? Или они вот так заглубятся и пропадут? Они себя, я так понимаю, сами корнями затягивают вглубь, и все. Но выкопать отсюда уже... Я вот тут по краю хотела, между вот этих звездочек. Так, пока я подстригла только свои шарики. Вот эти из шаровидных туй. Тут, по-моему, Даника и Голден Даника. Она такая салатовая, красивая, но я состригла, видите. Стригла, когда было прохладно. Вот сейчас жара, уже Света опоздала. Но будет прохладный вечерок. Звездочки эти начну формировать красивые. Что я еще делаю? Да вот, в принципе, у меня запланировано на сегодня покосить этот газон, потравить клевер гербицидом. Пума супер, по-моему, я травила. Так, стройку мы не зацепили. Спрашивали, зачем сетка. Эта сетка тут по делу. Ну, сейчас я уберу ее, покажу, как красиво, конечно, без нее. Эта клумба вчера тут покосила. Ножи у газонокосилки надо поточить, потому что уже начинает зажевывать траву. Вчера еще вот у этой гортензии понормировала побеги. О, восстановился. Вот этот розовый элеганс у меня вчера как тряпочки повисли, цветы на нем. Прям резко я бегала то с ведром, то с сапкой, то с ножницами. Смотрю, он повисший такой. 2 лейки я под него вылила. Это уже было в 6 часов. Включила капельный потом полив. Еще чуть позже сделала дождевание. Ну, слава богу. Такой красивый. И представьте, все цветы первым делом символизируют, что надо полить, не хватает воды. Жара. У нас сейчас уже жара. А вот у этого надо подстригать, как я вам рассказывала, засохший. Но я хочу подождать, когда уже все цветы тут отцветут, тогда и буду подстригать. И у этого еще, и у этого. Ну что, пока на сегодня мне работы выше крыши. Сетку, вот, держу сетку эту. Зачем же тут эта сетка? У нас собаки прямым ходом, выбегая на прогулку, к самым большим высоким предметам бегут и справляют свои собачьи дела. Они, конечно, девочки, лапу не поднимают, но нижние ветки, даже если присев, они пытаются поближе к кустику, и они мне его тут испортили. Одну ветку, там он видно может,
пока я ее приподнимаю немножко вверх. Но это пихта бальзамическая нано. Она очень медленно растет. Пока буду крону немножко поднимать, будет в сетке стоять. Где-то месяц они ее не трогали. А потом смотрю опять. Что я делаю? Ну, тут у нас и рулетка, и уровень. Но я вам покажу, чтобы собаки не портили деревья. Но это касается, наверное, все-таки больше собак-девочек. Камни. Вот если вы обратили внимание, у меня по участку лежат камни. То тут, то там. Вон еще. Собаки, если вы заметили, бегут, и где какая-то кучка, где какое-то растение. Вот тут на углу положила тоже камни. Они на них писают, чтобы мой нанограцилис не трогали. Возьмите на заметку такой прием. Это я узнала у одного блогера уже года 3 назад. И это действительно работает. Ой, зацепила я там нашу стройку. Надо, чтобы все было инстаграмно и по-ютубовски, красиво, привлекательно. А у меня блог не про стройку. Поэтому мы будем любоваться. Вот в этой Стив Випер лиственнице приросты пошли. Пока жарко, стричь не надо. Все. Ой, это роза, я ее веду. Это розовый лед. Роза. Веду таким 2-метровым шарабом, наверное, можно так сказать. Связала 4 ветви. Вот побег уже базальный. Смотрю, как он быстро нарос. Видите? Базальный побег. Лист блестящий, красивый, красивая роза. Нравится мне. О, расцвел новый пион. Вот это у меня время походить тут с вами, посмотреть. А потом, как начну бегать по саду, уже и вечер. Так, розы обрабатывать буду сегодня вечером от вредителей инсектицидом. И перед цветением они уже все на бутонах. Сейчас вам покажу. А вот роза, это Сабрина. Смотрите, сколько у нее бутонов. Видимо, невидимо. И вот-вот уже расцветет. Покажу вам. Мы ее определили сюда на арку. И она прям пышный куст. Так вот, розы Плантафол 10 54 10, потому что бутоны. Ну или любое удобрение, где больше фосфора. Не обязательно, конечно, Плантафол. Скошенной травой мульчирую розарий 2-м кругом уже. Ну вот я вам хотела рассказать про лаванду свою. Вот уже и цвести собирается. На картон. Тут мульчировано. Вот я кошу, прошла, потом 2-м кругом начинаю косить. Кстати, еще свою вот эту сосну, это лесная обычная сосна, подформировала. Но я думаю, вы уже это сделали. Формировала как? Обламывала побеги. Ну, я взяла кусторезом ее, конечно. А потом ножницами прошла и единичные побеги сделала. Так, ну все, на этой ноте красивая. Смотрите, у нее ствол какой. А внизу было у меня глупое решение посадить ландыши. И эти ландыши у меня на газон пошли, и в розы. Я их все повырывала, ландыши. Все, всего хорошего. У нас столько дел, думаю, как и у вас. Встретимся в следующем видео. Мышка. Надо сегодня еще 1 газон гербицидом пройти. Сорная трава растет, клевер и одуванчики. Всего хорошего.